Друзья, привет! Вы на канале Ну и как там? С вами Сергей, и мы в Бари. Бари — это город в Италии на берегу моря. И вы знаете, почему мы здесь? Потому что завтра 20 лет, как я стал супругой этой прекрасной девушки, Наташа. Наташа стала моей супругой, а я супругом, да, все правильно сказал. Друзья, да, у нас сегодня такой свадебный выпуск. Мы в Бари, Италия, в этом прекрасном, теплом морском городе, и мы покажем вам все его красоты, сами погуляем, вам покажем, правильно? Да, обязательно. Посетим много исторических мест и, собственно, погуляем и покажем какие-нибудь такие местечки очень интересные. Да, оставайтесь с нами, будет интересно. Друзья, сели в поезд из аэропорта Бари в город Бари. Так как он транзитный, он весь забит. Люди, получается, стоят в проходах, сели, не сели, встали. То есть мы стоим в поезде и поедем в Бари 20 минут поездки, 5 евро стоимость одного билета. Наташ, какие у тебя впечатления от поездки на поезде из аэропорта в город? Отлично. Да. Полный поезд людей, сесть негде. Нет, а что? Да туда плавненько, нежно, аккуратненько, с итальянцем. Да, со своими уже не ездят, с итальянцами аккуратненько ездить надо. О, Макдональдс. Пойдем перекусим. Ребят, взяли 2 круассана, 2 капучино, 4 евро 20 центов. Как тебе эти круассанчики? Вкусно очень. Я думала, я просто классические всегда люблю, а это с начинкой С персиком. Сейчас достанем хлеб с колбасой. На самом деле у меня в рюкзаке только вот этот. Больше мне не есть. Потому что этот круассан мне это мало. Ой, вот моя колбаса. Вот мой хлебушек нарезанный. Я прям слышу, как мои дети. Что за кринж, мама? А у меня не кринж. Я запасливая. Привез свежих креветок и рыбу. Нет, креветки одни, свежие, только с моря привез и зовет. Приходи, покупай, приходи, покупай. Молоко привез. Да, вот у нас это молоко привозили, а тут креветки. Друзья, мы с вами на Страда Аркобаса или Страда дель Ракьета. Это узкая улица, где местные женщины делают прямо на улице традиционные уши, ракьета. Buongiorno. И лепят они их вручную. Это живой символ апулийской кухни. И сюда стоит заглянуть, чтобы почувствовать настоящий Бари. На самом деле здесь очень колоритно. Обычно делают свои ракеты они с 8 утра до 9-9:30. Соответственно, когда еще не жарко, и могут они спокойно выйти на улицу и заниматься своим делом. Вот смотрите, какие они красивые, интересные. 5 евро килограмм.
поют свои песенки на итальянском языке и готовят ракеты. Наташ, как тебе эта улочка? Мне так понравилось, меня еще там заинтересовал магазинчик. Куда... Друзья, мы подошли с вами к Кастелло Сео де Бари. Это одна из главных достопримечательностей города Бари. Средневековая крепость, расположенная недалеко от набережной Адриатического моря. Вот первоначальная крепость была построена еще в XI веке. Вот. Ну а сейчас уже замок уже просто используется как музей. И вот если посмотреть на внешний ров, когда-то заполнялся морской водой. Внутренний двор окружен аркадами в стиле Ренессанс. Замок имеет форму прямоугольника с мощными стенами и угловыми башнями. Только что мы шли по шумной улице возле моря, а сейчас буквально за угол повернули, и тишина такая, как будто и не было этого потока автомобилей. Очень странные ощущения такие. Никого нет, ни туристов, пара местных человек, местных жителей, и все. Такие улочки, они так манят. Такая красота. Цветы, цвета домов. Все настолько сочное, интересное. В самом центре Бари возвышается базилика Святого Николая, один из главных христианских храмов Италии. Эта базилика была построена в 1087-1197 годах специально для хранения мощей святителя Николая Мирликийского, которые были тайно вывезены из города Миры в современная Турция.
Старый Бари – это город, где история и современность переплетаются в узких мощеных улочках. Здесь вековые стены помнят шаги паломников, купцов и моряков, а за каждым поворотом открывается атмосфера настоящей Италии. Здесь пахнет свежей выпечкой и морем, а голоса людей сливаются с шумом волн, создавая уникальный ритм города. Здесь не нужно спешить. Достаточно просто идти вперед, впитывая звук шагов по камню, аромат кофе и чувство времени, которое замедляет свой бег. Ребят, заходим в арендованное жилье. Какой-то Микки Хом. Получается, комнаты. Так, вот наша номер 2. Вот такая комната. С балкончиком. На оживленную улицу. Вот Наташа. Наташ, как тебе? Нормально. Туалет отличный. Туалет? Нет, не показывал. Туалет. Заметили, да? Что нужно девушке? Ну, чтобы туалет был нормальный. Да, душевая комната, туалет. Кухня. И здесь получается комната, да. Намудрил я. Да, ну, прилично еще. А вот здесь вино попить. А вот здесь вино попить. Здесь мы будем отдыхать один день на баре. В целом, что хочу сказать про дорожное движение в баре, оно не хаотичное. Люди, водители соблюдают правила дорожного движения в плане переходов, пропускают пешеходов, светофоры красные, значит, они стоят. Поэтому в этом здесь все хорошо. Ставлю 5, 5 из 5. Интересно, что это за квитанция, которая вставляют в машины под дворники? Наверное, штраф или оплата парковки? Как вы думаете? Напишите в комментариях, друзья. Мы сейчас на площади Пьяцца дель Феррарезе. Это живая история Бари. Ведь Пьяцца дель Феррарезе – это одна из самых знаковых площадей Бари, где встречается прошлое и настоящее. Эта площадь основана в 17 веке и изначально использовалась как торговая зона, куда доставляли товары прямо из старого порта, который находится просто за нашей спиной, где-то в 300 метрах. Свое название площадь получила в честь купца Стефано Фабри из Феррары, который сыграл ключевую роль в ее развитии. Друзья, это набережная Бари, один из сегментов этой набережной. Чистенько, аккуратненько, пляжей нет, видимо, они купаются где-то в другом месте. Никакой торговли, как видите, только набережная, скамеечки и припаркованные автомобили рядом. Очень милые домики с маленькими окошками. Вообще, это вот множество деталей, которые бросаются в глаза. Супер. Мне очень нравится Италия. Смотрите, какой вход в квартиру. Вот. Можно выглянуть, соседям сказать «Чао, бомбино» какой-нибудь и побеседовать, пойти дальше. Смотрите, сразу ступени идут. Смотрите, какой прикол. Смотрите, вход, дверь. Буквально тут 30 сантиметров. Смотрите, какой резкий подъем вверх на второй этаж. Офигеть. Смотри, какая дверь. Да, дверь. Какая-то древнючая, что стучали. Да. О. Вообще это старое здание. Сейчас Наташа постучит, и ей кто-нибудь ответит.
скажут: добро пожаловать, заходите. Мы сейчас спустимся во двор. Такой показался очень интересный. Крутая лестница. Прикиньте, старый город Бари. Люди здесь живут в самом центре, среди исторических зданий. Маленькие итальянские балкончики. Там алоэ растет, а хочется сорвать листочек. Дашка решила сорвать цветочек алоэ во дворе. Но не стало. Но не стало, да. Не надо. Вообще круто. Я не знаю, как тут летом, но летом, мне кажется, тут тоже прохладно, потому что стены, они не дают солнечным лучам, да, проникать сюда. Ой, какое свое окошко. Посмотри, прямо. Окошко маленькое, да. Ой, смотри. О, видишь, балкон. Вот. Аркиконфратернита Святая Анна. Вообще мы пытаемся выйти на площадь. Да, мы пытаемся выйти на площадь, Но завалили такую улочку. но при этом мы попали, да, в прикольные маленькие улочки и дворы Бари. Продолжаем гулять по центру старого Бари. Да, друзья, вот мы вышли на площадь, на которую мы и хотели, собственно, с Наташей выйти, посмотреть самим и вам показать. Друзья, мы с вами вышли на Пьяцца Меркантиле. Это одна из самых старых и оживленных площадей Бари. Она появилась еще в Средневековье и сразу же стала торговым и административным центром города. Здесь проводились рынки, заключались сделки, обсуждались городские дела, словом, жизнь кипела. Площадь расположена в юго-восточной части старого города, рядом с Пьяцца дель Феррарезе и окружена историческими зданиями. Среди них Палаццо дель Седиле, когда-то служил резиденцией городских властей. О, смотрите, какая красотища, да? Да. Одна из самых любопытных объектов на площади – это колонна правосудия, известная как Позорный столб. В прошлом сюда приковывали должников и преступников, выставляя их на всеобщее смеяние. Мы сейчас к ней подойдем и посмотрим, что же это за столб такой. Да, вот перед нами позорный столб. Прям и представляю, как к нему привязали преступника. Вот эти двое молодых человека сидят просто так, а раньше здесь просто так не сидели. Тут стояли и людей наказывали. Я вам пока покажу столб и буду делать обзор площади, а Наташа расскажет про этот памятник, про столб позора. Да, с этим памятником связана интересная легенда. На каменного льва сажали должников по налогам, связывая им руки за спиной вокруг столба. Таким образом, провинившийся оказывался на всеобщем обозрении горожан, подвергаясь их насмешкам и презрению. Этот вид наказания был распространен в средневековой Европе и назывался позорный столб. Осужденных выставляли на публичное унижение, обычно за незначительные преступления. Позорный столб служил не только для наказания должников, но и как предупреждение другим горожанам.
Вот тоже люди живут в тупичке в таком во дворике. Да, мы хотели насквозь пройти, а там тут... Да, там тупичок. Наташа обратила внимание на белоснежность белья. Да, белоснежно. Да, у них тут, видите, они сушат белье и потом сверху укрывают пленкой, чтобы осадки или птицы, наверное, не нагадили, ну и дождь не намочил. Ну, дождь, скорее всего, потому что сегодня день такой, как бы, облачный, дождливый, и они делают как шторки. Как мы теплица. У них там белье. Ну, прям белье, не знаю, почему они стирают лучше. Смотрите, арки какие, полуарки. Какие-то старинные, смотри. Да, Лепильные. герб какой-то на доме. Такая сырость, да, пахнет? Ну, потому что старый, тут двор-колодец получается, и здесь сырость, оно не просушивается, поэтому такой запах. В чем прикол таких ранневесенних и зимних путешествий в туристические города? Это отсутствие туристов. Нет толпушки, никто тебя не толкает. Не жах, Да, не жарко, супер. комфортно очень. И не холодно. Quando è Вот так в баре соседствуют старые дома и новостройки. Должен вам сказать, соседствуют вполне органично. Николай Первый Петрович. Никола Первый Петрович. Кто такой? Ребят, кто знает, поделитесь в комментариях. Вот на таком бульваре Никола Первый Петрович стоит. Мы с Наташей видели интересное здание, высокое, видимо, какой-то костел. Не знаю, что это за здание. Вот сейчас идем к ней, к этому зданию. Подойдем, посмотрим, расскажем. Ага. Nardo, per logica c'è la О, как интересно. Даже прям представляю, как здесь рыцари какие-то были. Или священники католические. Вообще супер. Ходить уличками Бари — наслаждение. Ой, блин, Маленькие. задолбанился. Маленькие. Таска чуть не упала, скользкие полы. Ой. Маленькие, очень атмосферные и чистые. Бари очень чистый город, Да. в отличие от Рима. В Риме ты такого наслаждения не получаешь от города. Так, куда нам пойдем, Наташа? Пойдем, наверное, сюда. Посмотрим. Мы идем на ощупь, как говорится. Мы не идем, скользим. Да, мы скользим по Пол такому, просто очень скользкий. такой Вот прям плитке. вот с пробуксовкой. Как будто лед искусственный. Да.
Пиццерия. Пиццерия. Но никого нема. Видимо, настолько вкусная пицца, что здесь просто никого нет. Или еще не время для пиццы. Тут для апероли уже. Апероли с утра здесь. С утра. Да. Мы дошли до этой колокольни, которая видна со многих мест Бари. Но непонятно, что это такое. Никаких табличек, ни указателей. Ну, какая-то колокольня, как Ну, будто. ну, колокольня, но она не действующая, видимо. Ну, конечно, нет. Что удивительно, что здесь не действующая. Смотрите, люди живут вот прям вот вход. Заход. Вот так шторку открываешь, да, а там у них сразу квартира. Да. Вон дверь, открывается дверь, и там сразу диванчики. Мы один раз просто прошли мимо такого. А сразу кухня, диван, телевизор. Студия. Гуляли мы, гуляли, и вы гуляли вот сюда. Это, друзья мои, что-то очень интересное. Сейчас подойду поближе и почитаю, что это за объект. Это базилика Гиубилары. Интересно. Друзья, это кафедральный собор Санта-Мария-Асунта, Святой Марии Асунской. Еще интересно, пускают ли внутрь. Если пускают, то сколько стоит билет? Друзья, билет стоит 9 евро, чтобы зайти внутрь. И я заглянул. Там так холодно. Ну, пустой зал такой для богослужений. Ну, футболочки там делать нечего, честно скажу. Там дубленочку, и можно было посидеть. А так, thank you, как говорится. Excuse me. Excuse me. Да, мы еще те знатоки английского языка. Шабака, шабака. Вот он, житель Бари, да? Вышел, скажи, с квартиры со студии, сел, посмотрел на людей и И сказал, идите дальше. иди. Что интересно, дождя не было, а улицы в центре почему-то мокрые. Да. Как будто их поливают специально. Но не жарко. Сегодня плюс 19. Им поливать. Возможно, чтобы цветы полить. Ну, цветы и потом такая столько воды на дороге. Гололед. Ну, очень скользко, да. Время 15:37. Пора бы покушать пиццы, барийской пиццы. Рекомендую всеми пиццерии на TripAdvisor. Куча рекомендаций. 2 километра пешком прогуляемся, чтобы отведать эту пиццу, рассказать вам, что это за чудо-юдо такое. Она работает всего 4 часа в день. Может быть, она еще и не открыта, кстати. Но посмотрим. Я надеюсь, будет открыта, и мы покажем, расскажем. Ребят, зашли в магазин, в супермаркет в Бари по сырам. Ну, решили взять пивка или винца. Сначала мы хотели пиво, да. пиво. Вот когда увидели цены на сыры, смотрите, горгонзола килограмм 15,5 евро. Я хочу вот такой. Да, бри, да, Дайсон Бреттон, килограмм тоже 15 евро. Ну, получается, вот этот кусочек, ну, Слушайте, 2 евро ну вообще почти. шикардос. А вот Тут смотрите, да. Смотрите, сыры. Это не Вот то, вот вот. Смотрите, твердые сыры, да. ну, он вкуснее. Пармезан 22 евро всего.
И вот еще. Да, тут есть пармезан Пьемонта Вальграна какой-то, 14 евро килограмм. Рай для любителей сыра. О, смотрите, какой сыр. О, тоже пармезан Регgiano, Вино по 21 евро. Вино по 3 евро. Наташка вино нашла за 3 евро. Да. Да. Хамон, получается, да? Нет, это проскуито грудо. Проскуито 15 евро килограмм. Ну, такие цены. Слушай, интересно, да, вот если к вину. Мы не планировали вообще делать обзор цен в магазине. Но вины понятно, да, 10, 9 евро, 8, 7. Ну, средняя цена, такие в Европе все вина-то вон 5 евро. Это ничего удивительного. Меня удивил сыр. Цена сыра. Вот это где рай. Вот. Проскуито 45 евро килограмм. Такие красавцы. А вот сыры, да, 12 евро. 28 евро это Рикорино Сардо. О, слюна течет от таких цен. Скаморция. Скаморцы 10 евро килограмм скаморцы. Супер. Qua fai, Гляньте. non dire più di là. Qua fai, sì, non dire più di là. Ребят, мы решили остановиться на бутылочке вина. Быть в Италии и не выпить бутылочку вина, это как-то непростительно, мне кажется, с итальянским сыром вкусным. Поэтому попьем и пойдем в пиццерию. Мы не дошли до пиццерии, пойдем после пойдем. Ну, дошли мы по адресу, где в TripAdvisor было написано, что это супер пицца, мега пицца, где 300 сортов пиццы. Мы пришли, а там ничего нет. Ну, буквально. Видимо, информация не актуальна, и пиццерия закрыта, поэтому едем в центр, чтобы отведать барийской пиццы. Будем действовать наугад. Какая-нибудь пиццерия попадется, купим пиццу, попробуем. В каждом городе, ну практически в каждом городе встречаются редкие экземпляры автомобилей. Вот эта вот малютка с люком, который закрыт тканью, да, брезентом. Там с действующими номерными знаками стоит в баре. Тут на ней катается. Прикольно. Ребят, что это за машина? Кто знает, напишите в комментариях. На сейчас 20 часов мы находили уже больше 20 тысяч шагов. Конечно. По баре, да. Но мы хотим показать вам и самим посмотреть на баре вечерний. На набережную, на центр города, как он выглядит. Поэтому мы встали и пошли. Ноги уже гудят, честно вам скажу. У меня не гудят, у меня нормально. У Наташи не гудят, у нее нормально. Идем, чтобы посмотреть и вам показать. Какая тусовочка. Какая-то тусовочка Splash. Пойдем на тусовочку сходим? Не, на тусовочку мы не попали. Они там по приглашениям все, поэтому гуляем дальше без нас. Да, гуляют без нас, мы гуляем без них по вечернему баре. Ничего так, подсвещенный, подсвеченный. Все в кафешках, что? Все в кафешках. Ну. Люди гуляют после трудовых
будни, точнее, Что они после... здесь с утра гуляют. Они с утра сидят с аперолем. Но вечером, я не это, знаю. наверное, не гуляют, это они просто Они сидят. просто сидят. Да, с Ну, то есть, как аперолем. бы это у них нормально. Да, выпили кофейку, аперольчику С мороженкой. с мороженкой. Да, мороженое очень любят. Очень. Очень много этих магазинов с мороженым, кафе, и люди сидят, трескают мороженое, поедают. Очень много. Riesci a pigliare Alessandrini, riesci a pigliare Ой, Сереж, это надо заснять. Ага. Вот почему итальянцы так хорошо выглядят? У них обмен веществ хороший. А почему обмен А веществ почему хороший? хороший? Вино. Ну, думаешь, 100%. Ну, Сереж, ну 100%. о, смотри. Ребят, я, по-моему, нашел автоматы по продаже вина. Точно. Смотрите. Тут снеки, вода А тут что, бокал? и вино. Нет, тут продают бутылки, да. По бокалу. Прикольно. То же самое вода, макароны. К вопросу об обмене веществ. Вино. Для итальянцев много значит. Хочешь? Это для них, это для мы. Как это? Тебе захотелось выпить днем? Ты что? Они нормально себе с утра наливают, и нормально это. Бокал вина. Это не считается алкоголизмом. Не знаю, как красиво, господи. Ой, как красиво. Вообще никак. Ребят, ну смотрите, вот квартира, да? Ну мы как бы подглянем. Вот двери. И сразу там диванчики, кресло, стол. Одна комната, телевизор, кухня. Все вместе. Вот такая квартира в центре Бари.
Вечерняя набережная города Бари. Пахнет морем. Людей мало. Море шумит. Друзья, вот и подошел наш один день в Бари. Он был чудесен. Мы гулялись, находились. Все было хорошо. Тебе понравилось? Ой, мне очень понравился. Он очень чистый, добрый, приветливый, солнечный. Мне вообще все хорошо. А что тебе не понравилось? А мне ничего не... Мне все хорошо. У Наташи все хорошо, ей все понравилось. Чистый, приветливый, добрый город, да. Да, везде итальянская речь, так Ну, приятно. Ребят, ну на самом деле классный город, да, можно приезжать на один день смело, на 2 дня смело. Мы что могли показали вам в рамках формата нашего канала. И приезжайте в город. Нам он тоже очень понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Да. До встречи в новых городах и странах. Чао.